Представьте человека, который несет прямую ответственность за смерть почти каждого десятого жителя планеты не в результате абстрактных социальных процессов, а конкретными актами войны, огнем и мечом. Человека, чьи армии убили настолько много людей, что это отразилось на экологической системе. Десятки миллионов бывших земледельцев перестали обрабатывать поля, города опустели, земли заросли лесом, и эти леса поглотили сотни миллионов тонн углерода. Это не сценарий художественного фильма, это часть реального исторического наследия Темуджина, известного миру как Чингисхан. Но вот парадокс. Тот, кто оставил такой разрушительный и в то же время судьбоносный след в истории, после смерти исчез без следа. Его могила стала одной из величайших тайн человечества и оставалась скрытой почти 1000 лет. Причины сокрытия были преднамеренными, и меры, предпринятые для того, чтобы уничтожить следы захоронения, часто были столь же радикальными, как и его военные действия. Меняли русло рек, чтобы затопить место, высаживали леса и степные посадки, чтобы замаскировать нарушение грунта, и, по легенде, уничтожали всех, кто участвовал в погребении, чтобы тайна покоилась вместе с трупом. Даже устные предания иногда представлялись запутанными и вводящими в заблуждение. Дымовой занавес, созданный не случайно, а по продуманному плану. Чтобы оценить масштаб загадки, нужно понять масштаб личности. Чингисхан не родился великим ханом. Он родился под именем Темуджин в суровых степях Монголии, где выживание было уроком каждый день. Отравление отца, предательство вождей, изгнание и нищета – все это стало кузницей его характера. Младенец человеческих бедствий выжил благодаря хитрости и силе воли, научившись, что верность – это не привилегия, а заслуга. Он понял – племенная раздробленность – слабость, которую можно исцелить только созданием новой порядковой системы. К началу XIII века Темуджин совершил то, что до него казалось невозможным. Объединил десятки враждующих монгольских племен под единым знаменем. Но не просто объединил, он перестроил само общество. Сложившаяся структура его власти опиралась на революционную военную организацию. Отряды делились по десятичному принципу – десятки, сотни, тысячи, тумы. Командиры назначались не по родовитости и происхождению, а по заслугам и личным качествам. Пастух мог стать военачальником, если проявлял храбрость и талант. Это создало новую, беспрецедентную лояльность не к роду, а к командиру и идее общего государства. Армия Чингисхана была уникальной экосистемой, где всадник и лошадь образовывали неделимую боевую единицу. Монголы учили детей верховой езде с раннего возраста. Всадники проводили неделями в седле, питаясь сухим творогом и, в экстремальных случаях, кровью своих лошадей. Тактика опиралась на скорость, маневренность и психологическое давление, молниеносные налеты, обильные залпы стрел, ложные отступления, заманивавшие врага в засаду. Психологический террор был частью стратегии. Слухи о жестокости часто предшествовали армии и принуждали крепости к капитуляции. Пирамиды из черепов, разоренные города и массовые казни служили устрашающим предупреждением для тех, кто решался противостоять. Между 1207 и 1225 годами эта машина войны прошла по Северному Китаю, Центральной Азии и Ирану. Государства Тангут, Сися и Чжурчжэнская династия Цзинь пали, а потом наступил разгром Хорезма, когда хозяйка караванов и посольств жестоко поплатилась за нападение на торговцев Чингисхана. Города, которые были жемчужинами шелкового пути – Самарканд, Бухара, Ургенч – подверглись осаде,
разграблению и уничтожению. Библиотеки горели, ремесленники и ученые гибли или уводились в плен. Это было не просто военное действие, это была стратегия тотальной деморализации и лишения регионов их социальной основы. Однако Чингисхан не ограничивался разрушениями. Ему принадлежит и иная сторона – государственника и реформатора. Он ввел свод законов, ясу, который регулировал поведение воинов, порядок в государстве и защиту торговли и посольств. Под его руководством процветала меритократия. Администраторы и знатоки из завоеванных народов, китайцы, персы, мусульмане приглашались на ключевые посты. Были налажены коммуникации через почтовую систему ям, благодаря которой информация и приказы могли распространяться по огромным пространствам империи быстро, подобно средневековому интернету. Все это создало явление, именуемое «пакс монголика» – относительный мир и безопасность на торговых путях, что стимулировало культурный и технологический обмен. Порох, бумага, компас, ремесла и знания шли на запад и возвращались обратно. Смерть Чингисхана в 1227 году окончательно обнажила сложную природу его эпохи. Точная дата спорна, а версии причин включают болезнь, малярия, тиф, возможно, чума, ранение в бою или падение с лошади. Некоторые легенды даже приписывают это удару молнии. Однако важнее всего то, как монгольская элита отнеслась к известию. Был разработан тщательный и секретный план. Они боялись, что разглашение его кончины во время походов подорвет мораль армии и даст преимущество врагам. Тело перевозили в тайне, место захоронения пытались скрыть всеми доступными средствами. По преданиям, участников похорон уничтожали, чтобы никто не разгласил местоположение. Землю, где покоился хан, топтали тысячами лошадей, реку меняли русло, высаживали леса. Все это делалось для того, чтобы замести следы и превратить место в естественную, не вызывающую подозрений степь. Так возникла Великая Табу, сакральная территория вокруг горы Бурхан-Халдун и других священных мест, охраняемая дархатами, наследственным классом стражей. Они проводили ритуалы, поддерживали святость земли и передавали обычаи из поколения в поколение, создавая помимо физической и духовную преграду для любого вмешательства. Поиски его гробницы в XX и XXI веках привлекли археологов, историков и искателей приключений. В 1992 годах японско-монгольская экспедиция трех рек обследовала территории вдоль рек Анон, Туул и Керулен, выявив более 1300 потенциальных аристократических захоронений и подтвердив сконцентрированность элитных могил в определенных зонах. Эти находки помогли понять обычаи погребения монгольской знати, но не дали ясного следа великого хана. Поиск остался похож на задачу найти одну иглу в огромном стоге точно таких же игл. Современные методы добавили новые инструменты в арсенал искателей. Спутниковые снимки высокого разрешения, лидар, геораторы и магнитометрия позволяют выявлять подпочвенные аномалии, не разрушая Землю. Исследователь Альберт Юмин Линь предложил бережный подход, сочетающий анализ спутниковых данных с краудсорсингом местных добровольцев и использованием георадара. Девиз его команды был «видеть сквозь землю, не вонзая в нее лопату». Этот метод показал несколько многообещающих зон в горах Хэнтэй, но окончательных доказательств пока нет. Другие искатели, такие как Море Кравец, посвятили десятилетия полевым экспедициям, сочетая архивные исследования и контакт с местными общинами. Его походы породили легенды о мистических препятствиях, болезни, необычные сны, внезапные поломки техники.
Все это усиливало представление о том, что место захоронения охраняется не только людьми, но и духами. Алан Николс выдвигал альтернативные гипотезы и проводил секретные обследования в районах ближе к реке Хуанхэ, во внутренней Монголии, где георадар фиксировал подпочвенные структуры, похожие на рукотворные камеры. Его осторожность и секретность объяснялись не только научной скромностью, но и политической чувствительностью зон поиска. И вот, рассказывают официальные и неофициальные источники, произошел прорыв. После многих лет домыслов и экспедиций на свет вышло место с явно рукотворной погребальной камерой. Согласно обнародованным отчетам, раскопки вели под контролем монгольских властей при участии международных наблюдателей, и в погребальной камере обнаружили каменные плиты с символами, богатые погребальные предметы, оружие, доспехи, сосуды, фрагменты тканей и человеческие останки. Радиоуглеродный анализ артефактов указал на конец XII, начало XIII века, а генетические маркеры приблизили обнаруженного человека к центральноазиатским популяциям. Находки выглядели так, как если бы там покоился высокий воин и вождь той эпохи. Если эти данные подтвердятся окончательно, то это может положить конец одной из величайших археологических загадок. Но тут же возникли масштабные этические и культурные вопросы. Для многих монголов Чингисхан не просто историческая фигура, а сакральный праотец, символ единства и национального духа. Открытие места его захоронения вызвало волну эмоций, от гордости и научного восторга до страха и гневных протестов. По преданиям, вмешательство в последнее пристанище может навлечь беды. Легенды о проклятиях снова обрели силу в массовых представлениях. Полемика касалась не только религиозно-духовной плоскости, но и вопросов права на наследие. Кто имеет право изучать и экспонировать артефакты, где будет храниться найденное? Какую роль должны играть дархаты и местные общины в управлении этим местом? Появились предложения о перезахоронении находок в соответствии с традициями, строительстве защитного укрытия над гробницей или ограничении доступа научных команд с соблюдением ритуалов и согласия местных лидеров. Международная реакция требовала соблюдения стандартов ЮНЕСКО и участия независимых наблюдателей. Открытие стало испытанием для науки и общества одновременно. Научное любопытство и стремление к знаниям пересеклись с необходимостью уважать культурную память и суверенитет народных обычаев. Появилась острая необходимость внедрять и совершенствовать неинвазивные технологии в археологии, развивать методы извлечения древней ДНК с минимальным вмешательством, а также укреплять диалог между исследователями и хранителями традиций. Помимо этих основных линий обсуждения, открытие породило целый ряд узкоспециализированных вопросов. Как организовать радиоуглеродную и изотопную хронологию в условиях, когда образцы ограничены и подверглись возможному загрязнению? Какие методы консервации тканей и органических остатков подходят для субъектов, пролежавших столетия в переменчивом климате степей и гор? Как учитывать фактор вечной мерзлоты в оценке сохранности материала? Ученые вынуждены сочетать лабораторные исследования с учетом глубокого контекста – история, фольклор, устные предания, и географические перемены. Все это жизненно важно, чтобы избежать ошибочных интерпретаций. Еще одна важная область – этика работы с древней ДНК и публикация результатов. Даже если геном даст ответы о происхождении, патронах наследования или возможных потомках, эти данные имеют политический и культурный оттенок. Вопрос собственности на генетический материал древних людей и максимально уважительной формы доступа к нему стал предметом оживленной дискуссии в научных кругах.
Одни призывают к открытой науке и публикации, другие – к осторожности и участию местных групп в решениях, которые могут затронуть их самосознание и право. Геополитический контекст добавил сложности. Интерес к подобной находке проявляют не только ученые, но и государственные институты, которые видят в символе мощный инструмент мягкой силы. Внутренняя Монголия, Ордос и регионы с монгольским населением в составе соседних государств переживают момент повышенной чувствительности. Экономические интересы туризма и музеев сочетаются с рисками экспроприации культурных ценностей и политического манипулирования историей. В такой ситуации международные инстанции и профессиональные ассоциации следуют принципам совместного управления наследием и репатриации культурных ценностей. Но на практике баланс найти трудно. Сравнение с другими крупными открытиями помогает понять масштаб дилемм. Открытие гробницы Тутанхамона привело к волнению в научном сообществе и мировой публике, но также к эксплуатационным и туристическим последствиям. Захоронение китайского императора Цинь Шихуанди и его терракотовая армия стали символами не только археологической славы, но и вопросов о сохранении и коммерциализации истории. В случае с Чингисханом добавляется фактор живой национальной религиозности и продолжающейся роли его образа в политической символике стран региона, что делает любые решения особенно деликатными. Практические предложения, появившиеся в экспертных кругах, включают создание гибридных протоколов, сочетающих временные инженерные решения и ритуальные практики, установка защитных куполов, фильтрующих климатических систем, ограничение посетителей и виртуальная экспозиция с демонстрацией находок только в цифровом виде. Другой путь – перезахоронение после проведения минимально необходимого научного анализа с участием дархатов и местных общин и создание мемориального комплекса за пределами священной территории, где артефакты можно было бы экспонировать с согласия наследников культуры. Не менее важен вопрос образования и вовлечения общества. Прозрачность процедур, понятная коммуникация о целях и временных рамках исследований, а также консультации с местными лидерами и религиозными авторитетами позволяют снизить напряженность и уменьшить риск конфликтов. Создание совместных исследовательских центров с участием монгольских специалистов, международных музеев и университетов может дать образовательный эффект и обеспечить технологический обмен при сохранении суверенитета местных сообществ над их культурой. В долгосрочной перспективе открытие дает одновременно и шанс, и вызов. Шанс – получить непосредственные доказательства о жизни, смерти и окружении одного из ключевых деятелей мировой истории. Шанс проследить культурные контакты и технологические обмены в эпоху, когда Евразия переживала трансформации. Вызов – сделать это так, чтобы не превратить акт исследования в новый акт надругательства над теми, кто считает это место священным. Решения, которые будут приняты, демонстрация, хранение, изучение, перезахоронение, станут не только научным, но и моральным выбором, определяющим, как современное человечество чтит память прошлого. Найти гробницу Чингисхана значит столкнуться с массой вопросов, далеко выходящих за рамки археологии. Экологические последствия истории, сохранение нематериального наследия, генетические права, геополитические интересы и права коренных общин на собственную память. Этот эпизод напоминает нам о границах исторического познания. Прошлое не принадлежит только архивам и музеям. Оно живет в вере людей, в народной памяти и в тех ритуалах, которые связывают поколения.
И потому дальнейшие действия требуют не только научной компетентности, но и культурного такта, уважения и готовности к компромиссам между жаждой знания и права народа на сакральность своих символов.